Как уже помним, что кусочек для воротника я отложила при раскрое. Вот. И нам нужно знать то, что мы ни в коем случае не можем измерить раствор горловины для раскроя воротника по самому изделию, потому что она уже немножко слегка вытянулась. Поэтому, чтобы мне узнать раствор горловины будущего воротника, я буду обязательно измерять по готовой выкройке. И измеряем сначала у полочки. Вот так вот передвигаемся короткими шажками. Передвигаемся. 16,5 горловина полочки. И уже от 16,5 начинаем и измеряем также срез горловины спинки. У меня получилось 29. Я буду воротник кроить 20 на сантиметр поменьше, 28, потому что все-таки у нас воротник тоже будет поперечный. Чуть-чуть, немножко я его поменьше сделаю. Он должен быть слегка поменьше. Сколько я хочу ширину воротника? Ну, допустим, посмотрим на примере пояса. Ширина пояса у нас в готовом виде 7. Ну, я думаю, что я, наверное, так и сделаю. Вот. Ширину пояса. Ой, ширину воротника. И, наверное, так и сделаю. 7 сантиметров. В готовом виде. Получается, я буду кроить прямо на ткани. 28 от сгиба. 28. Проводим прямую линию. Вот. И получается, нам нужно, чтобы у нас ширина воротника была 7 сантиметров в готовом виде. Значит, получается так, что мы должны прибавить сантиметр на втачивание, сантиметр на обтачивание. Получается, мы должны сделать 9. Давайте мы раскроим 10. 10 здесь, 10 здесь. И приведем прямую линию. Обязательно мы должны найти линию плечевого шва от горловины. Для этого мы измеряем отдельно только горловину спинки. У меня идет 12,5. От сгиба середины воротника отмеряем 12,5. И вот это у нас будет линия плечевого шва. Вот. И вот здесь вот я хочу сделать так. Сколько нам нужно? 9 сантиметров. Мы отмерили 10. И уже от этого 10 сантиметров я отмеряю 9, 9. И уже плавно я его хочу вот так вот. Я не хочу, чтобы воротник стоял как стоячий, а слегка, чтобы был, ну, полуприлегал. И вот здесь вот уже по прямой. Вот. Вот здесь вот от линии плеча мы создадим по прямой. Дальше у нас ведь идет 9. Уже. И здесь мы уже немножко плавненько перейдем на 9. Ну, давайте я сделаю 9,5, чтобы был не резкий переход. Вот, и получается, вот эту часть мы тоже уже на уровне плечевого шва тоже делаем плавно. Вот. Получается, мы таким образом создали воротник и маленечко создали форму, переходящую от горловины полочки на горловину спинки. Таким образом, он не будет более так топорщиться, он будет более-менее плавно стоять. Можно сделать прямо, но в последнее время мне так больше нравится. Ничего такого сложного, как видите. Вот, сейчас проверим уже. Так, здесь 12,5. И общий раствор у нас идет 28. Все, я сейчас его срежу.
И получается так, что обязательно срезаем, не забываем, что у нас идет на припуск, сантиметр на припуск. По боковому, по борту, по шву притачивания молнии будет у нас. И уже здесь по шву обтачивания. Вот это место я вот так вот срезаю. Делаем контрольные насечки небольшие, 0,2, 0,3. И еще помимо насечек еще перенесем. И обязательно контрольную насечку и метку середина воротника. Вот, смотрите, я раскроила воротник. Он вот сгиб, вот получается срез борта будет. Он немножко вот слегка, чуть-чуть, вот так вот чуть-чуть, маленький такой вот переход на горловину, по срезу горловины и по верхнему срезу обтачивания воротника. Вот, я раскроила воротник из футера. Это будет у меня внешняя сторона воротника. И раскроила точно такую же деталь из кашкарсе. Вот, прям наложила и раскроила. Но из кашкарсе я раскроила на 1,5 сантиметра короче самого воротника. Потому что мы растягиваем, пришивать будем, он еще растянется. И я думаю, что даже вот это вот лишнее будет. В процессе обтачивания нужно будет посмотреть, насколько он растянется. И, возможно, еще выпущу. Вот. Теперь у меня будет такой хитренький воротник. Смотрите. У меня будет внутри планка. Спрятанная туда будет молния для пристегивания капюшона. Ну, не знаю, я зачем такую планку придумала. Как сказать... Но мне хочется, чтобы молния не была видна. У нас будет внутри воротника кармашек. И получается, в этом кармашке будет спрятана молния в самом воротнике. Вот, и для этого, сейчас пока может быть непонятно особо, но я хочу донести то, что для этого я раскроила из кулирки планочку. Эта планка у меня будет для обтачивания воротника. И такую же планку раскроила из основной ткани. Она у нас будет как планка прикладывания. Ну, вы потом посмотрите, поймете. Вот. Обе планки раскроила шириной 3,5 сантиметра. Обе планки. А длиной, скажу сколько. Все мы помним, что у нас, вот у нас получается, как мне вот разложить, чтобы было видно. Мы укорачивали капюшон. Вот это вот у нас идет плечевой шов полочки. Это срез горловина. И вот получается, что мы от середины переда, а середина переда у нас вот, мы убавили раствор капюшона на 5 сантиметров. Вот она, 5 сантиметров. И получается, вот он получается, вот сейчас на капюшоне покажу. Вот он получается. Вот у нас плечевой шов. Вот. И вот у нас плечевой шов. Вот у нас капюшон. Вот это вот за минусом 5 сантиметров от горловины. Вот получается, если мы вот так вот сделаем, вот, у нас получается, что борт будет здесь, а сам капюшон за минусом 5 сантиметров. Потому что лицевой вырез капюшона я не делала на уровне самой середины полочки, а убавляла. И вот получается, что нам нужно сейчас отметить кармашек, где же у нас будет, чтобы вставлялся капюшон. Я не могу кармашек сделать прямо на уровне крайнего среза лицевого выреза капюшона, а я могу сделать подальше.
И вот я отметила, вот у нас здесь будет планка, ой, у нас здесь будет обтачка, вот она. И вот получается, что я вот здесь вот, это получается 20 сантиметров от середины воротника. Вот здесь вот у меня будет кармашек, начинаться кармашек, то есть здесь я буду обтачивать. И получается так, что у нас край капюшона будет немножко не доходить. Потом поймете это. Вот, получается, что я сейчас должна сделать вот так. Вот у нас середина капюшона, середина воротника. Я прям рисовать буду так, чтобы самое главное, чтобы вы видели. И вот у нас обтачка, которой мы должны обтачать. Я сейчас ее сложу. Я здесь уже вот отметила, вот она. Я сейчас ее сложу от серединки. В сторону, в одну сторону, в другую сторону. Вот так вот она нам мешать сейчас будет по верхнему. И мне сейчас нужно намеловать линию обтачивания. Какую же линию обтачивания я буду делать? Это у нас обтачивание рамки. Вот у нас угол. Вот он, 20 сантиметров. Вот он, угол. Получается, что я должна обтачать уголочек. С учетом того, что сантиметр у нас будет втачиваться воротник. Воротник в горловину. Вот. Получается, я должна этот уступчик оставить. И плюс возьму 0,5. Потому что оно немножко уработается. Значит, получается, от среза я отмечаю 1,5 сантиметра. Вот. 1,5. И по вот этой вот линии я должна обтачать. Я отметила сейчас в одну сторону. То же самое я должна отметить в другую сторону. Вот сейчас я должна вот это вот так вот обтачать по 3 сторонам и вывернуть на изнаночную сторону. Сейчас нам надо вот это вот разутюжить. Вот я сейчас должна вот это разутюжить, вывернуть и проложить отделочную строчку, то есть прострочить. Ну вот я заутюжила, и сейчас мне нужно отстрочить это отверстие. Отстрачивать буду на 0,2. Ну вот, смотрите, что у меня получилось. Отстроченную планку я должна закрепить на внутреннюю планку. На внутреннюю планку я закрепила молнию. И именно молнию закрепила не ту, которая с самой собачкой, а которая просто с ограничителем. Вот, сейчас получается,
я закрепила ее. Если у нас вот здесь вот рамка будет вот здесь вот, где-то 0,7 будет шов до рамки, то молнию я пришила на 1,5 сантиметра, чтобы у нас немножко был там зазор. Вот. Сейчас я должна вот эту вот наш воротник, обтаченный с планкой, закрепить по верхнему срезу внутренних планок и по боковым сторонам.